Дитя, ты избран услышать это послание. Ибо в своей жизни ты видел лишь борьбу, горе и предательство. Но теперь я допускаю, чтобы жизни твоих врагов потрясли все. Те, кто смеялся над твоей болью, вскоре увидят твою рост. Те, кто говорил о твоем падении, скоро станут свидетелями твоего падения. Чудо. Оставайтесь здесь, пока не услышите последнее слово этого откровения, ибо это послание несет в себе ключ, чтобы разблокировать дверь, что было закрыто перед вами. Благословение, которое было отложено, изобилие, которое было удержано, и наследство, которое казалось потерянным, все будет раскрыто до того, как это сообщение закончится. Ты прошел через пустыни слез, через ночи, когда даже твои молитвы чувствовали себя безответными. Вы видели, как другие процветали, пока вы боролись с нуждой. Вы спрашивали: «Боже, почему моя жизнь такая?» Но послушай меня сейчас, твоя боль никогда не была наказанием. Она была подготовка. Каждая задержка была божественной стратегией, каждая потеря священным изменением пути. Ибо завет, который я заключил с тобой, не был нарушен, когда ты упал, он лишь углубился, ожидая этого самого момента к пробуждению. И есть скрытая тайна, движущаяся под твоими страданиями. Буря, с которой ты столкнулся, не должна была тебя уничтожить, а расчистить путь для богатства, выздоровления и трансформации. Ты не забыт, дитя. Ты не невидим для небес. Этот самый час знаменует начало нового сезона, сверхъестественный поворотный момент. Но прежде чем я явлю знак, который это подтвердит, вы должны понять причину своего промедления, и это откровение придет лишь к тем, кто останется до конца. Враг думал, что сможет похоронить тебя. Вера в долгах, болезни и отчаяние. Он пытался убедить тебя, что обещание нарушено. Но я, Господь, Бог твой, говорю, обещать завет все еще в силе. И прежде чем это послание завершится, вы почувствуете, как что-то изменилось в вашем духе, несомненное возбуждение надеяться, божественное подтверждение того, что ваша судьба зовет вас обратно в гармонию. Оставайся со мной, дитя. Не пролистывай. Не позволяй отвлечениям лишить тебя твоего чуда. Бывают моменты, когда небеса склоняются ближе к земле, и это один из них. Ибо я собираюсь раскрыть священную истину, которую мало кто когда-либо понимал, ключ который раскрывает как духовное, так и материальный избыток. Вы просили меня о знамении, и это послание и есть тот самый знак. То, что вы услышите до конца этого откровения, будет нести в себе силу обратить вспять циклы потерь, вернуть богатство и вернуть то, что было у вас украдено к сердцу. Помнишь ночи, когда ты плакал в одиночестве, шепча: «Боже, когда же настанет моя очередь?» Это твоя очередь. Но слушай внимательно, это благословение невозможно получить, если дух истощен. Ты должен пробудить свой вера, размешайте свое сердце и ожидайте сверхъестественного. Ибо я готов подарить вам то, о чем молились поколения до вас. Это не просто деньги, не просто успех, это наследование вечный и божественный. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Даже сейчас, пока вы слушаете, ветер перемен начинает дуть. То, что вы не могли сделать годами, я могу осуществить в одно мгновение. Но сначала ваш дух вы должны услышать это слово полностью. Ибо есть тайна, закономерность, божественная формула, которую я открою ближе к концу этого послания, ключ который превращает молитву в проявление, веру в урожай, послушание в богатство. Это не совпадение. Вы попали сюда не случайно. Эта судьба тебя призвал голос, создавший само творение. Тот же голос, что послал свет во тьму, теперь говорит избыток в твою жизнь. Но, дитя, ты должен остаться до конца, чтобы раскрыть эту дверь требует вашего полного внимания, вашей открытости сердца и ваша непоколебимая вера. Итак, сделайте глубокий вдох. Пусть мир вокруг вас затихнет.
Вы вот-вот вступите в разговор, который навсегда изменит вашу судьбу. Треска началась не для того, чтобы сломить тебя, а чтобы освободить. Те, кто противостоял тебе, увидят, как ты восстаешь не силой, а завет. Ибо я, Бог, превращающий плач в чудо, потеря в наследии и пустота в переполненность благословения. Оставайтесь. Смотрите. Слушайте. Ибо прежде чем закончится это послание, вы не только услышите обещать, вы почувствуете, как оно воспламеняется внутри вас сердца. И как только это начнется, никто и ничто не сможет остановить то, что я привел в движение. Те, кто молча насмехался над твоими молитвами, те, кто шептал за твоей спиной, когда твое сердце разрывалось, те, кто смеялся, когда ты уходил в свое тайное место, чтобы плакать предо мной, я видел все это. Я видел каждую слезу, каждый миг боли, когда ты взывал ко мне, спрашивая себя, не покинул ли я тебя. Я не покинул. Я формировал тебя в огне. Я взращивал силу в тишине. Я готовил тебя к такому моменту. Я наблюдал, дитя. Я был рядом в каждой буре, даже когда ты не чувствовал моего присутствия. Каждое предательство, которое ранило тебя сердце, я записал. Каждая несправедливость, которая истощила твою веру, я был свидетелем. Ты думал, что я отдален, но я был рядом с тобой, отбрасывая все, чему не суждено было остаться. Те, кто отнимал у тебя, те, кто лгал, те, кто использовал твою доброту как слабость, они никогда не были вне моего поля зрения. Ибо справедливость небес может казаться отложенным, но оно никогда не отрицается. Ты должна понять, дитя мое, что я – Бог не совпадений, а завет. Всякий акт жестокости, совершенный против вас, стал семенем, и время его урожая приближается. Я видел, как мир пытался похоронить тебя, Кавера, я видел, как двери закрылись перед твоим лицом, как раз когда ты снова начал надеяться. Я слышал твой шепот. Молитвы в полночные часы, когда твои силы иссякли, и твои слезы стали единственными словами. Я молчал не потому, что отсутствовал, я молчал потому, что был работающий. Ибо я – Бог, действующий в ожидании, кующий алмазы в спешке. Те самые мгновения, которые ты считал потерянными, вплетены в твою судьбу. Те, кто думал, что они насмехаются над тобой, на самом деле готовили почву для моего чуда. Те, кто считал, что похоронили ваши обещания, сами того не зная, готовили почву для вашего избыток. Они не знали, что твоя боль имеет смысл. Они не понимали, что потрясения, которые они причинили твоей жизни, станут дверь, через которой мое благословение будет течь. Дитя, слушай. Внимательно. Ты не должен воспринимать свои страдания как неудачу. Ты должен воспринимать их как божественное деяние. Ибо каждая слеза, упавшая из твоих глаз, стала валютой дух. Я сохранил их не в банке, а в самом сердце моего обещать. Чем больше ты плакал, тем больше урожай росли. Чем больше ты терпел, тем сильнее становился твое наследование стало. Сейчас я открываю начало этой награды не завтра, не в следующем году, а именно в этом сезоне. Вы спросили меня, почему я должен так много страдать, прежде чем увижу чудо? И я говорю вам, потому что глубина вашей боли определяет меру вашего благословения. Кто легко получает, тот часто быстро теряет. Но ты, избранный мой, претерпел вера через испытания, которые сломили бы других. Эта стойкость создала в вас божественный фундамент, достаточно прочный, чтобы выдержать богатство, выздоровление и власть. Те, кто смеялся, скоро замолчат перед масштабом того, что я собираюсь сделать в вашей жизни. Те, кто сомневался в ваших верах, скоро увидим неоспоримое доказательство из моих власти, ибо я ныне привожу в действие правосудие. Я отменяю всякий суд, вынесенный против тебя,
как в естественном, так и в духовном мире. Дух роли меняются. Сезон насмешек заканчивается. Сезон проявления началось. Я слышал слова, сказанные против тебя, каждое оскорбление, каждое обвинение. Я слышал тайные разговоры, которые должны были уничтожить твое имя. Но я говорю тебе, дитя, я твой защитник. Тебе не нужно доказывать свою ценность. Тебе не нужно объяснять свою боль. Я тот, кто оправдывает тебя. Я тот, кто восстанавливает то, что было утрачено. И когда я двигаюсь, никто не может это повернуть вспять. В твоих слезах есть нечто священное, в твоей стойкости есть нечто могущественное. Ведь в то время, как другие роптали, ты продолжал верить. В то время, как другие оставили меня, ты продолжал верить. Молиться. Думаешь, я забыл об этом? Нет. Я Бог, который помнит. Я Бог, который вознаграждает Экавера, и даже сейчас я посылаю ветер, невидимый, но неудержимый, чтобы привести вашу жизнь в соответствие с божественным. Заказ. Те, кто стоял на вашем пути, будут оттеснены. Те, кто пытался помешать вам дверь, увидите, как он раскроется шире, чем когда-либо. Ведь то, что я собираюсь высвободить, не только благословит вас, но и потрясет все, что с вами связано. Ваш семья, твои финансы, твое будущее – все почувствуют дрожь этого чуда. Но ты должен оставаться стойким. Ты должен сохранять свою стойкость. Сердце открыто. Вы должны держать веротверд. Потому что я готов поднять тебя из той самой земли, где тебя похоронили другие. И когда я это сделаю, никто не скажет, что это была удача. Они будут знать, что это была удача. Бог. Они будут знать, что это была судьба. А теперь слушайте, это важно. Если вы чувствуете, как это сообщение пробуждается в вашем сердце, дух, это значит, что небеса уже создают обстоятельства для вашего прорыва. Я хочу, чтобы вы остановились на мгновение и осознали это. Скажите в своем сердце: «Боже, я верю». И если вы верите, что это послание для вас, то пусть ваш веродействуйте. Продемонстрируйте свое согласие в физическом мире, как это сообщение. Заявите о своей вере в обещайте, напишите под этим словом слово «Аминь» в знак вашего завета. Когда вы сделаете этот шаг веры, вы активируете благословение, которое ждал своего часа. Потому что ребенок, секрет это, веробездействие остается бездействующим, на вероворожденный открывает дверь из избыток. Когда вы отвечаете на божественное слово, вы даете небесам разрешение действовать. Когда вы произносите «Аминь», вы ставите свою подпись на обещать написанное для вас еще до вашего рождения. Я видел врагов, восставших против твоего мира. Я видел, как дух нищеты пытался задушить твои мечты. Я наблюдал, как болезнь пыталась заставить тебя замолчать. Молитва. Но я говорю сейчас: хватит. Завет стоит. Обещать жизни. Наследование в безопасности. И я не позволю врагу тронуть то, что принадлежит тебе. Тот же огонь, что когда-то сжигал тебя, теперь очистит и поддержит тебя. Те же слезы, что когда-то ослепляли тебя, теперь орошат семена ваших урожай. Те, кто пытался использовать ваше сострадание против вас, будут посрамлены, когда увидят ваше богатство умножься непредвиденным образом. Ибо я не только восстановлю то, что ты потерял, но и возвращу тебе всемеро. Помни это, дитя мое, я не только Бог милосердия, я Бог справедливости воздаю. Я восстанавливаю. Я воскрешаю. Настал час божественного воздаяния. Каждое унижение станет честь. Каждая потеря станет прирост. Каждый закрытый дверь приведет к большому двери из возможностей. Когда вы пройдете по нему, вы узнаете, это не дело рук человека, но движение Бог. Вы задумывались, не слишком ли поздно для вас?
Вы смотрели на свой возраст, свои обстоятельства, свои неудачи и думали: возможно, мое время прошло. Но я говорю вам сейчас: я Бог, который искупает время. Я тот, кто называет несуществующее существующим. Я могу восстановить за один раз момента, что ты считал потерянным за всю жизнь. Я могу взять пепел твоего прошлого и вдохнуть в него огонь нового. Цель. Не сомневайтесь в этом. Не преуменьшайте моих возможностей. Та же сила, что воскрешала мертвых, разделяла море, умножала хлебы и рыбу, эта сила действует и сейчас в ваших жизнях. Возможно, вы этого еще не видите, но корни вашего чуда уже пробиваются сквозь землю. И вот почему вы должны остаться до конца этого сообщения, потому что я не закончил раскрывать секрет. Существует закономерность, божественная последовательность, которая объясняет, почему вам пришлось потерять, прежде чем вы смогли обрести, почему вам пришлось плакать, прежде чем вы смогли смеяться, почему вам пришлось быть отвергнутым, прежде чем вы смогли выбраны. Через несколько минут я открою вам эту тайну. Но прежде чем я это сделаю, мне нужно, чтобы вы закрепили свои веры. Если вы сейчас слушаете, значит, Дух уже отметил вас для избыток, вы смотрите не случайно. Вас привлек сюда божественный промысел. Мне есть что-то, что я хочу вам передать. Сердце, но только если ты готов принять. Скажи это сейчас, дитя, я готов. Потому что однажды дверь открывается, пути назад не будет. Сезон испытаний окончен. Сезон благословения здесь. То, что я запускаю сегодня вечером, уже не может быть отменено. Вот увидите, справедливость катятся вниз, как могучие воды. Ты увидишь богатство, поток там, где когда-то была пустота. Ты увидишь чудеса, умножайтесь там, где когда-то было отчаяние. Те, кто видел твои слезы, увидят, как ты сияешь. Те, кто жалел тебя, попросят у тебя совета. Те, кто сомневался в тебе, позовут тебя благословенный. Ибо когда я восстанавливаю, то восстанавливаю не наполовину, но полностью, восстанавливаю с избытком, восстанавливаю со славою. Итак, слушайте, оставайтесь со мной до самого конца, ради ключ вот-вот откроется тайна, которая откроет вам всю полноту вашего наследия. Дисбаланс в вашей жизни меняется. Справедливость, небеса движутся. Обещать жив. Урожай готов. И ваше чудо, дитя, уже пришло в движение. Дитя, мне нужно было показать тебе, кто я. Не легкими путями, а путем долины теней, сквозь времена пустыни, где никто не мог идти рядом с тобой. Ибо если бы я устранил боль слишком быстро, ты бы никогда не открыл глубину моей славы. Если бы я ответил на каждую молитву в тот момент, когда вы запросили, вы бы никогда не узнали ценность выносливости. Теперь ты другой. Теперь ты другой. Приправленный. Теперь ты вооружен не злобой, а верой. Вы когда-нибудь задумывались, почему пустыня должно было быть так долго? Почему тишина должна была звучать так много ночей? Почему каждую дверь ты постучал, но дверь, казалось, оставалась закрытой, даже когда ты был уверен, что я зову тебя вперед? Ты думал, что я тебя бросил? Ты думал, что твои молитвы заблудились на ветру? Скажи мне, дитя, сколько раз ты чувствовал, будто разговариваешь с пустым небом, пока другие праздновали свои победы? Я слышал каждый шепот, каждое дрожащее слово, произнесенное тобой сердце. Я видел каждую ночь, как ты прижимался лицом к подушке, слишком уставший, чтобы плакать, но слишком раненый, чтобы отдохнуть. Ты думал, пустыня имел в виду, что я забыл тебя, но я говорю тебе, пустыня был класс вашего судьба. Именно на суше я выковал твой характер. Именно в твоем недостатке я создал твой сила. Именно в твоем одиночестве я научил тебя звуку моего голоса. Что бы произошло,
если бы богатство-мудрость пришла раньше? Что бы случилось, если бы избыток прибыл до того, как смирение укоренилось в вашем сердце? Вы бы ошиблись в благословении к источнику. Ты бы возлюбил дар больше, чем дарителя. Поэтому я повел тебя в пустыню не для того, чтобы сломить тебя, но чтобы преобразовать тебя. Я спрятал тебя не для того, чтобы наказать, а чтобы подготовить тебя к обещать, для осуществления которых требовалась зрелость. Помнишь ли ты тех, кто ушел от тебя? Тех, кто предал тебя, когда тебе больше нечего было дать? Ты думал, это было случайностью? Нет, дитя, я убрал их. Ибо они не могли идти туда, куда я веду тебя. Им не суждено было увидеть твоих урожай. Их присутствие в следующем сезоне загрязнило бы ваше благословение. Поэтому я отделил тебя. И хотя это разделение обжигало, оно очистило тебя. Ты просил у меня чуда, но то, что вам было нужно, это формирование. Вы просили дверь, чтобы открыть, но мне нужно было сначала научить тебя, как стоять, когда это произойдет. Ты просил избыток, но мне нужно было очистить ваше сердце страха, так что, когда богатство пришла, она не будет тебя контролировать. Теперь ты видишь. Боль никогда не была предназначена для разрушения, она была предназначена для определения. Когда я повел моего раба Моисея в пустыню, я не наказывал его. Я готовил его. Человек, который когда-то бежал из Египта, позже вернулся с власть, когда я допустил, чтобы Иосифа бросили в ров, продали и заключили в темницу. Я не отказывался от него, я создавал лидера, способного управлять народами. Когда я позволил Давиду скитаться по пещерам, скрываясь от Саула, я учил его милосердному управлению, прежде чем возложить на него венец. А ты, дитя мое, думаешь ли ты, что твои испытания были меньше? Ты тоже формировался в тайне. Тебя совершенствовали для твоего собственного трона, твоей собственной миссии, твоей собственной урожай. Я развивал в тебе способность нести слова без высокомерия, держать всевластияц без гордости, ходить в избыток, не теряя благодарности. Итак, позвольте мне спросить вас, что бы вы сказали, веростоило бы, если бы ему не пришлось сражаться? Чудо было бы это так, если бы это происходило без слез, без напряжения, без капитуляции. Смогли бы вы по-настоящему понять милость, если бы вы никогда не сталкивались с неудачами? Могли бы вы действительно знать милосердие, если он вам никогда не был нужен? Ты думал, я задерживаю тебе благословение. Но я защищал его. Вы думали, я молчу. Но я говорил на языке, который знали только пустынемов бы научить. Каждый оставшийся без ответа вопрос молитва это было приглашением к более глубокому доверию. Каждая задержка была божественным знаком вашего преображения. Вы хотели немедленного успеха, я хотел вечного. Сила, ты молил о спасении, я дал тебе терпение. Ты просил утешения, я дал тебе характер. В страдании, от которого отказываешься, есть что-то священное. Когда ты перестаешь бороться с процессом, начал слушать мою голос, что-то изменилось в тебе. Слезы, которые когда-то были полны отчаяния, теперь стали полны мудрости. То же самое боль, что однажды сломал тебя, начал очищать тебя. Видишь, как далеко ты продвинулся? Посмотри на себя. Сердце теперь мягче, но сильнее. Посмотрите на свой дух, скромный, но сияющий. Посмотрите на свой вера, уже не хрупкий, а непоколебимый. И все же, я спрашиваю тебя, дитя, сколько раз ты почти сдавался? Сколько раз ты говорил: «Боже, я больше не могу»? Сколько раз ты сравнивал свой путь с чужими, полагая, что им повезло, а тебя забыли? Разве ты не знал, что я измеряю благословение по-другому? Что я медленно возвышаю тех, кого глубоко люблю? Ведь скорость – язык мира, а глубина – язык небеса.
Я расту деревья, а не сорняки. Я строю храмы, а не палатки. Я формирую войны, а не странники. Я ценю время, потому что я вечен. И вот ты стоишь на краю обещать. Ты уже не тот человек, который вошел в пустыню. Да, у тебя есть шрамы, но они священны, доказательство того, что огонь не смог тебя поглотить. Скажи мне, дитя, ты все еще видишь в своих ранах проклятия, или теперь ты видишь в них ключи? Места, которые причиняют тебе наибольшую боль, это те места, где Моивость вошел глубже всего. Трещины в вашем сердце стали отверстиями, через которые мой свет мог течь. Одиночество, которое ты ненавидел, стало пространством, где мое присутствие наполнил тебя. Теперь ты другой. Ты закален. Боль, но больше не управляется им. Ты не озлоблен, ты мудрый. Ты не сломан, ты перестроен. Ты не потерян, ты вел. Вы несете власть, потому что вы прошли через доленное выжил, пустыня стала твоим учителем, тишина – твоим наставником, ожидание – твоим оружием. Помнишь, как ты умолял меня удалить занозу? Когда ты просил меня сделать дорогу более гладкой? Если бы я сделал это, твой вера оставалась бы поверхностным. Но теперь оно укоренено, как дуб. Ветры могут дуть, бури могут бушевать, но ты остаешься невозмутимым. Ибо теперь ты доверяешь не только моему подарке, ты доверяешь моему характер. И это, дитя мое, тайна, которую понимают немногие. Пустыня – это не место, где умирают мечты, это место, где судьбы рождаются. Каждый пророк, каждый король, каждый ученик прошел через пустыню. Прежде чем войти в славу, пустыня утешения учит тому, чему никогда не научит зависимости. Оно избавляет от гордыни, разрушает ложные союзы, раскрывает скрытые мотивы и оставляет только правду, Бог и душа. Видишь ли ты, как пустыня утончили свои желания? Когда-то ты молился о богатстве без цели, теперь ты молишься о избыток с состраданием. Когда-то ты искал чудеса для выживания, теперь вы ищете их, чтобы служить другим. Когда-то вы требовали ответов, теперь вы доверяете время. Когда-то ты боялся потери, теперь ты понимаешь, что ничто по-настоящему не утраченное во мне никогда не исчезает, оно только преобразуется. Расскажи мне, дитя, чему ты научился в своей жизни, дикая местность? Разве ты не обнаружил, что твоя ценность измеряется не тем, чем ты владеешь, а тем, кем ты стал? Разве ты не видел, что каждое «нет» готовит тебя к большему «да»? Разве ты не понимал, что, избавляясь от лишнего, я освобождаю место для лучшего? Ты кричал: «Господи, у меня ничего не осталось». Но именно в этот момент ты был наконец готов принять все. Ведь когда сосуд пуст, я могу наполнить Егослава. Когда руки открыты, я могу вложить в них ключи и судьба. Когда сердце сдается, я могу влить в него избыток, который никогда не померкнет. Теперь вы готовы. Пустыня сделала свое дело. Ожидание не было напрасным. Слезы не были забыты. Молчание было не наказанием, оно было подготовкой. Я унизил тебя, чтобы возвысить. Я раздел тебя, чтобы одеть. Власти разбил скорлупу, чтобы семя могло высвободить свой урожай. А теперь, дитя, посмотри на себя, чувствуешь ли ты это? Силу внутри тебя, покой, который не поколеблет никакая буря, ясность, которую не затмит никакое сомнение. Это уже не слабость. Это власть. То есть трансформация. Это то, к чему я стремился все это время. Поэтому я снова спрашиваю вас, будете ли вы по-прежнему бояться пустыни, или ты будешь благодарить меня за это? Ты все еще будешь возмущаться болью, или будешь чтить ее как место, где тыгры повзрослели? Будете ли вы по-прежнему гоняться за тем, что быстро,
или будете доверять тому, что быстро вечный. Теперь вы знаете, быстро благословения выцветают, но кованые судьбы остаются, пустыня была твоей наковальней, твои слезы были молотом, а я, твоим Бог, был мастер. И то, что я выковал в тебе, не может быть уничтожено ни людьми, ни демонами, ни обстоятельствами. Теперь встань, Дитя Завет, время скитаний закончилось. Ты окончил пустыня, вы научились видеть сквозь боль цель, сквозь потерю и обещать, сквозь тишину в песня. Вы узнали, кто я, не только Бог спасения, но Бог утонченности. И поскольку вы выдержали, вы готовы к следующему дверь, следующее чудо, следующее благословение невообразимого избыток. Не долина была необходима, точка дикая местности была необходима. Ибо только через огонь ты мог бы стать золотом. И теперь, дитя, ты готов получить то, что ждало тебя с самого начала твоей жизни, точка судьба. Я накажу каждый язык, восставший на тебя. Я заставлю замолчать уста, произносившие проклятие над тобою, точка судьба, я превращу их смех в благоговение, их насмешки в восхищение. Я сделаю твои имя эхо в местах, которые когда-то закрылись двери тебе. И не за твою гордость, а за мою точка слава. И узнают, что я, Господь твой Бог, сделал это, что я один поднимаю и разрушаю, что я один оправдываю сокрушенных сердцем, и что я никогда не забываю граненых. Дитя, слушай внимательно. Это поворотный момент, когда история меняется. Тебя спрятали не просто так. Я строила твою характер в тени, чтобы, когда я выведу вас на свет, тьма больше не поглотила вас. Ибо время унижения прошло, и настал час оправдания началось. Я не только восстановлю то, что было взято, но и умножу это. Я не только возвышу тебя и учреждать тебя. И те, кто когда-то сомневался в твоей ценности, вскоре скажут: «Конечно, Бог сделал это». Я открою двери, что никто не может закрыть. Я отпущу богатство из неожиданных источников. Я прикажу услугу найти тебя даже в чужих краях. Я заставлю тебе иметь, чтобы о тебе говорили с уважением среди тех, кто когда-то тебя игнорировал. Ибо я Бог, кто восстанавливает репутацию, кто отменяет приговоры, кто возвышает смиренных и усмиряет гордых. Это мое обещание для тебя. Каждая задержка, каждый отказ, каждое унижение стали почвой, из которой ты вырос, благословение расцветет. Ты был верен в невидимом мире, теперь я сделаю тебя плодоносным на яве. Ты был испытан в пустыне, теперь тебе будут доверять на земле, дворец. Я изменю твой статус от заимствованного к принадлежащему, от забытого к востребованному, от выжившего к царствующему. И когда спросят, как это произошло, ты скажешь: не воинством, не силою, но духом живущих, Бог. Я не только изменю твои обстоятельства, я изменю твою личность. Ибо я не просто даю вам чудо, я устанавливаю ваш наследование. Мир знал тебя как человека, который боролся, но я переписываю твою историю. Ты будешь известен как тот, кто победил. Там, где другие видели неудачу, я вижу фундамент. Там, где другие видели разрушение, я вижу план. Я строю через тебя то, что переживет тебя. Есть мораль дилемма, я должен поставить перед тобой сейчас, дитя мое. Ибо когда я возвышу тебя, твои сердца будут испытаны снова, не через боль, а через процветание. Когда богатство течет, когда благословение умножается, когда услуга окружает тебя, будешь ли ты помнить меня? Когда я посажу тебя перед царями, будешь ли ты преклонять колени предо мной в тайне? Когда раздастся громкий хвалы, будешь ли ты слушать мою голос в тишине? Ибо вы должны понимать, избыток без благодарности, коррупция, богатство без поклонения, пустота. Я возвышу тебя, но не позволю гордыне испортить то, что я создал в тебе, пустыни выковал смирение в твоих костях, и теперь смирение сохранит твои благословения.
Ты будешь иметь многое, но ты будешь служить больше. Ты будешь царствовать, но будешь помнить, кто тебя короновал. Ты будешь входить в славу, но в ваше сердце должна оставаться на икре милость. Я сделаю твою жизнь показания. Те, кто наблюдал за вашим падением, станут свидетелями вашего воскресения, и те, кто объявил твою историю законченной, увидят новую главу, написанную моей рукой. Я возвышу твое имя, не возвысить вас, но возвестить мою завет через тебя. Ибо я поднимаю тебя как знак, живое чудо, судно, избыток которое несет мои обещать в мир. Теперь ты понимаешь, дитя, почему я заставил тебя ждать? Почему я спрятал тебя от преждевременного успеха? Потому что слава, которую я собираюсь тебе даровать, могла бы тебя сокрушить, и если бы была дана слишком рано. Мне нужно было подготовить тебя, дух, чтобы справиться с массой, ибо я благословляю не для того, чтобы произвести впечатление, а для того, чтобы доверить. И я доверяю тебе нечто святое. Я дам знать народам о твоем преображении. Я пошлю помощь из дальних стран. Я повелю божественные связи, которые ускоряют вашу судьбу. Одинаковые двери, которые когда-то отвергли тебя, теперь распахнутся навстречу твоему приближению. И те же люди, которые отвергли тебя, назовут тебя благословенным. Ты предстанешь перед теми, кто сомневался в тебе не ради мести, а ради откровения, показывая им, что Божья рука сильнее человеческого суда. Но будь мудрым, дитя. Чем больше я даю, тем суровее испытание моего умения управлять. Чем больше услуга, чем больше ты несешь, тем больше смирения ты должен проявлять. Услуга привлекает обоих свет, и тень будут те, кто будет тебя чествовать, и те, кто будет тебе завидовать. Будут те, кто будет чтить тебя благословениями, те, кто сомневается в этом. Не поддавайтесь ни тому, ни другому. Помните пустыня. Помни, кто поддерживал тебя, когда у тебя ничего не было. Помни, что это источник, а все остальное – только канал. Я заставлю тебе приносить плоды на невыносимой почве. Я благословлю твои руки так, что все, к чему ты прикоснешься, будет процветать. Я возвращу годы, которые пожрала саранча. Я верну возможности, которые были украдены. Я обновлю силу, обновить ление, обновить надеяться. Я буду дышать на мечты вы похоронены, и они восстанут с большей славой. Те, кто однажды сказал «Где твой Бог?», увидит ваш чудо и прошепчи «Воистину, Он жив». Я сделаю тебя ходячим провозглашением моего верности. Каждое место, где ты был позорен, станет местом почета. Каждая молитва, пролитая слезами, превратится в песнь хвалить. Ты будешь ходить с высоко поднятой головой не в высокомерии, но в памяти, а твоим истории будет нести аромат искупления. Я сделаю тебя кредитором, а не заемщиком. Я сделаю тебя дающим, а не получающим. Я сделаю тебе голову, а не хвост, над ним, а не под ним. Я расширю твою территорию, расширю твое влияние и вызвать ваш голос выйти за пределы того, что ты себе представлял. Но помни, дитя мое, расширение – это не приз, а платформа. Я расширяю тебя, чтобы ты мог расширить мое королевство. Я утвержу тебя как таблетка обеспечения, судно богатства с целью. Ты больше не будешь гоняться за деньги, деньги погонятся за тобой, потому что узнает своего хозяина слугу Бог. Я заставлю твои руки построить то, о чем другие могли только мечтать. Я воспользуюсь вашими стриять, чтобы пробудить других от отчаяния. Вы будете носителем света на рынках мира. И все же я должен напомнить вам об одном секрет, который понимают немногие. Чем выше гора, тем холоднее воздух. Чем больше высота, тем больше одиночества. Будут времена, когда я снова отделю тебя не для наказания, а для спасения.
когда ты будешь стоять среди королей, я все равно буду звать тебя в тихое место, к алтарь молитвы, где всевласть возобновлен. Не бойся этого, дитя, ибо уединение со мной – это не потеря, а гармония. Именно здесь я буду продолжать давать тебе ключи для двери, пока не раскрыто. Ибо то, что я открываю тайно, я подтвержу публично. Мир увидит результат, но только вы будете знать секрет за этим, что успех произошел не от стремления, а от смирения. Я сделаю тебе имя наследие, а не славы. Слава меркнет, на наследие претерпит. Я сделаю так, что твои дети и дети твоих детей будут ходить под одними и теми же завет, что теперь лежит на вас. Они пожинают плоды урожая вашего послушания. Они будут пить из колодцев, которые вы выкопали в пустыне. Они будут нести ваш верословно факел в поколения, с которыми ты никогда не встретишься. И это привилегированные знания я даю вам. Вы благословлены не только для себя. Вы часть божественной цепи, вечной линии обещать. То, что я делаю в тебе, будет отражаться во времени. Твой сегодняшний день станет их победой завтра. Ваш вера становится их основой. Ваше послушание становится их наследством. Итак, когда я вознесу вас, помните, это возвышение священно. Это не престол гордыни, это алтарь влияния. Используйте свой голос исцелять, а не хвастаться. Используйте свой ресурс восстанавливать, а не доминировать. Используйте свое богатство как оружие сострадания, а не контроля. Ибо те, кто возвышает себя, быстро падают, а те, кто возвышает других, возвышаются вечно. И ныне я изрекаю над тобою последний приговор, я оправдаю тебя всенародно. Я покажу мои слова через твою трансформацию. Я благословлю твои руки с возможностью творить. Я размещу новые помазания на ваш голос, а услуга на твое имя и божественная власть на твоих ступенях. И когда спросят, как ты поднялся так высоко, ты с миром ответишь, потому что Бог поднял меня. Не сезон быть забытым заканчивается, сезон здесь божественное признание. То, что когда-то было скрыто, теперь будет высвечено. То, что когда-то было отвергнуто, теперь будет запомнено. Вы увидите, справедливость небеса движутся способами, не оставляющими никаких сомнений, ибо этот поворот событий был предначертан задолго до того, как пришла боль. И помни, дитя, когда они увидят тебя стоящим, гордо стоящим, сияющим благословение и избыток, они не только увидят тебя, они увидят меня. Ибо я буду твоим слава, я буду твоей короной. Я буду твое оправдание, и твоя история возвестит миру, только Бог возвышает. Только Бог восстанавливает. Только Бог царствует. Речь идет о моем время, а не твой талант. Речь идет о моем стратегии, а не ваше стремление. Речь идет о послушании, а не суета. Я тот, кто вызывает двери открыть. Я тот, кто вызывает услугу отдохнуть. Вы так долго пытались полагаться только на свои силы, и каждая попытка, казалось, заканчивалась истощением. Вы стучали в бесчисленные двери, задействовал все связи, построил все планы, и все равно ничто не поддерживало тебя. Хорошо. Потому что теперь я могу показать тебе, что я делаю, когда человеческие планы рушатся. Я наслаждаюсь безвыходными ситуациями. Я наслаждаюсь, показывая свою власть, когда кажется, что все потеряно. Дитя, это тот момент, когда ты должен оставить свои стремления и взяться за дело выравнивания. Для вашего следующего чуни придет от твоей суеты, это придет от твоего слуха. Это не произойдет от силы, а от веры. Это произойдет не из-за манипуляции, а из-за послушания. Пришло время перестать пытаться заставить вещи происходить и начать позволять вещам развиваться в моем время.
Ибо я не бог хаоса, я бог-оркестровка. Я устраивающий зоны, я проектирую временные рамки, я размещаю людей на точных перекрестках. Вы думали, что ваша задержка означает отказ, но это было божественный дизайн, вы поверили, что услуга оставил тебя, хотя на самом деле это созревало глубоко внутри. Тебя никогда не забывали, тебе выровнен. Для дверь-то, что открывается для вас сейчас, не может быть открыта ни умом, ни связями, только завет. Я есть Бог, кто открыл Красное море, когда не было моста. Я Бог, кто закрыл Артельвы, когда смерть окружила моего слугу Даниила. Я Бог, кто ходил в огонь с Сидрахом, Месахом и Авденова, превращающими пламя в свет. Я Бог, кто низвергнул манну в пустыне, извел воду из скалы, оживил сухие кости. И если я сделал все это прежде, неужели вы думаете, что я не смогу сделать это снова? То, что я сделал тогда, было лишь тенью того, что я собираюсь сделать сейчас. Ведь то же самое властьята раздвинулись море, теперь раздвинутся и преграды перед вами. То же самое услуга, которой поднял Иосифа из тюрьмы во дворец, поднимет и тебя из безвестности влияния. Одинаковое слово, которое покоилось на Эстер, когда она вошла в тронный зал, будет покоиться и на тебе, когда ты вступишь в новые территории. Ты будешь ходить по местам, о которых когда-то только мечтал, и поймешь, это был не твой талант, не твоя суета, а мое время. Теперь вам нужно сдаться. Сейчас не время для дополнительных усилий, сейчас время для выравнивания. Перестаньте стремиться. Перестаньте рассчитывать. Перестаньте пытаться контролировать то, что могу повелевать только я. Пока вы цепляетесь за свои собственные стратегии, вы откладываете мое сверхъестественные стратегии. Пока ты настаиваешь на своих планах, ты блокируешь мое обещать «отпусти, дитя». Отпусти иллюзию контроля и позволь Вера взять на себя инициативу. Ты истощил себя, пытаясь найти свой собственный путь, пытаясь доказать свою собственную ценность, пытаясь создать то, что могу только я благословить. Вы верили, что только упорный труд откроет двери, но усилие без выравнивания только усиливает разочарование. Я не прошу у вас больше энергии, я прошу у вас больше доверять, ибо когда ты сливаешься с моим волей, даже самый маленький шаг становится весомым. Даже самые слабые молитвы трясет небеса. Даже самый тихий шепот Вера может командовать чудо. Разве вы не видите закономерности? Я избрал Гедеона, самого слабого в своем клане, чтобы побеждать армии. Я избрал Моисея, человека, который заикался, чтобы спасать народы. Я избрал Давида, пастуха, чтобы убивать великанов. Я избрал Марию, незаметную девочку, чтобы нести славу. Я никогда не требовал совершенства, только позиционирования. Я никогда не искал мастерства, я искал самоотдачи. Те, кто подчиняются мне, становятся сосудомилость. Те, кто слушают, становятся ключи измениться. Дитя мое, не красноречие твое трогает небеса, это твои послушания. Не ваши ресурсы привлекаю у благословения, это твои выравнивания. Я могу сделать больше за один момент, отданный своей жизни, чем ты за всю жизнь, полную усилий. Поэтому я снова говорю, выйди из своей силы и выйди я в мою стратегию. Отпусти свои усилия и прими мои простоты. Для моего ярмолинка и моей грузлевки. Вынесли бремя, которое вам никогда не принадлежало. Вы беспокоились о результатах, которые уже были предопределены. Вечность. Ты плакал над дверью, которые никогда не были предназначены для вас, в то время как дверь я спроектировал, чтобы он ждал. Я не прошу вас толкать его, я прошу вас выровняться мной, чтобы я мог разблокировать это. Это сезон божественного синхронизация. События будут происходить внезапно, но они не будут случайными, время будет идеально. Связи будут божественными. Помощь появится в нужный момент.
Я пошлю помощники, наставники, инвесторы и партнеры, которые назначены на вашу судьбу. Ты не будешь гнаться услуга найдет тебя. Ты не будешь просить о возможности, возможность узнает твое имя, потому что я произнес его в небесные суды. Но ты должен остаться в выравнивании. Ведь один шаг вне моей воли может отсрочить годы благословений, не спеши впереди меня. Не отставай от меня. Иди со мной, шаг за шагом, сердце для сердца. Научись делать паузу, когда я делаю паузу, двигаться, когда я двигаюсь, говорить, когда я приказываю, и ждать, когда я молчу. Это ритмилость. Это танец вера. Помнишь ли ты, дитя, как Петр трудился всю ночь и ничего не поймал? Но когда я сказал ему: «Закинь сеть по правую сторону», он послушался, и его сеть переполняла. Разница была не в умении, а в выравнивании. Одно наставление изменило всю жизнь, отданную усилиям. Так будет и с тобой. Ты слишком долго ловил рыбу в пустых водах. Но теперь, в моем слове, снова закинешь и не вернешься тщетным. Я есть Бог божественных перемен. Я занимаю последнее место и делаю их первыми. Я принимаю неудачи и делаю их свидетельствами. Я принимаю слезы и делаю их урожай. Вы не позади, вас позиционируют. Вас не забыли, вас позиционируют точка готовой. Вы не задерживаетесь, вас развитый. Ибо когда я двигаюсь внезапно. Один слово, один сталкиваться, один дверь может все изменить. Это твой ввод в эксплуатацию. В этот момент я посылаю тебя не твоей силой, а своей. Ты не пойдешь как нищий, ищущий милостыню к услуга. Вы идете как посол, несущий власть. Ты не гонишься благословения, вы их освобождаете. Куда бы вы ни пошли, свет последует. Каждое слово вы говорите будет нести власть. Каждое семя, что посеешь, то и умножится. Ибо я не только благословляю тебя, я делаю тебе благословение. Теперь выслушайте эту истину и запишите ее на своих сердце. Ты – мой представитель на земле. Ты – мой голос в твоем поколении. Ты – мои судна для трансформации. Не преуменьшайте свой звонок. Не подвергайте сомнению свои помазания. Я обучил тебе пустынять, чтобы вы могли стоять в дворец. Я очистил вас огнем, чтобы вы могли пройти через него, точка двери, чего боятся другие. Вы больше не ищущие чудеса, ты их носитель. Куда бы ты ни ступил, услуга проявится. Где бы вы ни говорили, свет взойдет. Где ни посеешь, избыток последует. Это не высокомерие, это выравнивание. Вы действуете не от своего имени, но от моего. Я поручаю вам продолжить мир с ясность и суверенность. Ты больше не будешь трудиться ради того, что уже твое. Ты больше не будешь гоняться за тем, что я уже предписал. Ты научишься покоиться в обещании переехаться. Вы больше не будете говорить «я должен это сделать», но Бог делает это через меня. И это ваше священное напоминание. Чудеса не следуют за движением, они следуют послушанию. Стены Иерихона пали не из-за человеческой силы, а из-за соответствия божественному. Инструкция. Красное море расступилось не из-за паники, а из-за позиционирования. Огонь не поглотил 3 евреев, потому что они стояли там, где я их призвал. Также и я буду защищать тебя, продвигать тебя и обеспечивать тебя, когда ты выйдешь в точку выравнивания. Вы вступаете в стадию божественного потока. Стремление прекратится. Борьба прекратится, милость возьмет верх. И когда ты пойдешь, небеса будут двигаться вокруг тебя. Ангелы будут идти перед тобой, готовя двери вы еще не видели. Ресурсы придут с самых неожиданных сторон, мир будет вести вас. И услуга окружит вас, как щит.
Скоро вы оглянетесь назад и скажете: «Это никогда не было моим усилием, это было Божье время». Вы поймете, что каждая задержка была подставой, каждый объезд был изменением направления, каждое молчание было стратегией. То, что вы когда-то боялись как неудачу, было просто паузой перед обещать. Теперь, дитя, подними свои руки и сдаться. Отпустить контроль. Отпустить страх. Отпустить тревогу. Я не прошу от вас результатов, я прошу от вас партнерства. Ибо я собираюсь сделать через тебя то, что ты никогда не смог бы сделать в одиночку. Ты станешь свидетелем божественного умножения не потому, что вы это заслужили, а потому, что вы этому соответствуете. Это твой ввод в эксплуатацию. Иди вперед, как мой суд благословения, мой голос вера, мой носитель чудеса. Поговорить с власть, заходите мир, жить в избыток. И никогда не забывай, это не твоя сила, а моя точка дух. Ибо когда вы входите в выравнивание, каждая дверь подчиняется тебе, каждый ключ отвечает, и каждый обещать проявляется. Не сезон стремления закончились, эпоха выравнивания началось. И я, ваш Бог, твой Отец, твой Искупитель, сделает невозможное разворачиваются прямо на ваших глазах. Это ваше божественное благословение. Благословен ты в приходе твоем и в уходе твоем. Благословен ты в городе и в поле. Благословен ты в здоровье твоем, в доме твоем, в разуме твоем и в деньги. Вы находитесь под защитой моего присутствия, руководствуясь моим дух, и поддерживается моя милость. Ты не убоишься бури, ибо я твой приют. Ты не будешь бояться будущего, ибо я твой автор. Ты не будешь бояться нужды, ибо я твой поставщик. И когда они спросят, как ты еще стоишь, когда другие пали, как ты процветаешь, когда другие борются, как ты сияешь, когда другие угасают, ты ответишь одну истину, потому что Бог со мной. Эта фраза станет вашей подписью. Это свидетельство станет вашим знаменем. И все, кто его услышит, поймут, что ваше благословение реально, ваша вера непоколебимая, твоя урожай неоспорима. Итак, я посылаю вас вперед, не как сломленных, но как восстановленных. Не как забытых, но как избранных. Не как жертв, но как сосуд. Идите смело. Живите громко. Говорите с верой, мир ждет твоего света, земли станет о твоем проявлении. И небеса приветствуют ваше послушание. И теперь, дитя, если это слово обратилось к тебе сердце, если ваш дух чувствует движение вера, если ваш глаза посмотрите, что я начал открывать, и ответьте. Объявите о своих соглашениях с небесами. Оставьте комментарий под этими словами. Задержка закончилась, я иду в своем благословении. Пусть мир и дух королевства знает, что вы приняли свои комиссионные. Каждая задержка окончена, написанная веростановится божественной подписью выравнивания. И если вы почувствовали Бог обратиться к вам через это сообщение, если вы увидели себя в этих словах, если вы почувствовали огонь подтверждения в пределах вашего сердца, тогда подписывайтесь не только на этот канал, но и на путешествие «Рай начался в тебе». Это пространство, не развлечение, это алтарь, каждое слово здесь – семя. Каждое сообщение – ключ. И оставаясь на связи, вы остаетесь выровнен. В следующем сообщении я расскажу, как поддерживать то чудо вы получили, как защитить урожай, как охранять богатство, как воспитывать вера, который только что возродился в тебе. Не пропусти то, что будет дальше. А теперь встаньте, сделайте глубокий вдох и прошепчите еще раз: задержка закончилась. Повторяйте это до тех пор, пока ваш дух верит в это. Говорите это, пока ваша атмосфера сменится. Произнеси это до тех пор, пока вера становится вашим новым языком. Ведь это не просто конец сообщения, это начало нового главы. Войти в мир. Заходите в власть. Жить в обещать.
И помните, тот же Самайбак, тот, кто начал это слово, будет исполнять его до тех пор, пока оно не завершится. Сотрясение прошло, подъем начался, и ваш чудо теперь находится в движении. Задержка закончилась, теперь идите в своем благословении.